вами доктор Кострик. Хочу поблагодарить всех тех, кто нас смотрит, ставит лайки, комментирует видео. Тема сегодняшней нашей встречи — рассеянный склероз. Рассеянный склероз — это диагноз, который звучит как приговор. Данное заболевание крайне тяжелое, переживает как сам пациент, так и члены его семьи. Это заболевание поражает головной и спинной мозг. В группе риска находятся все, особенно люди в возрасте 20-40 лет. А при обострении рассеянного склероза страдает весь организм. Однако мы до сих пор не знаем, что именно провоцирует патологию. Причем симптомы могут быть самыми разными и настолько незаметными, что их сложно заметить поначалу. Есть ранние признаки, о которых вам следует знать. Сущность рассеянного склероза заключается в патологическом процессе, демиелинизацией. В головном или спинном мозге миелин — оболочка нервов, которая позволяет проводить электрические или нервные импульсы, то есть сигналы, разрушается. Потеря миелина в нервах влияет на функционирование всего организма. Симптомы и их выраженность зависят от того, какой участок мозга поражен. Характерной особенностью рассеянного склероза является то, что он протекает в форме рецидива. Бывают периоды полного здоровья, а затем периоды, когда симптомы ухудшаются или появляются новые симптомы. Одним из первых и довольно характерных симптомов рассеянного склероза является слабость конечностей. Также могут наблюдаться боли в конечностях, покалывание, онемение и сенсорное нарушение, которое влияет на органы чувств, слух, зрение. Симптомы могут очень напоминать инсульт. Ранним симптомом рассеянного склероза также может быть внезапное ухудшение зрения. Зрение как сквозь туман, пятна в поле зрения, двоение в глазах. Чаще всего эти проблемы затрагивают один глаз. Рассеянный склероз — загадочное заболевание, хотя причина известна, не совсем ясно, что вызывает патологию. Известно, что рассеянный склероз вызывает проблемы во всем организме. Об этом свидетельствуют симптомы от проблем с памятью, ухудшение зрения, даже потерю зрения, нарушение равновесия, изменение личности до ощущения поражения электрическим током, появляющегося при определенных движениях шеи. Что же происходит с человеком? Как я уже упомянула немножко ранее, сущность рассеянного склероза является патологический процесс, называемый демиелинизацией. Это заболевание относится к группе демиелинизирующих заболеваний. Части нашей нервной системы, особенно сами нервы, покрыты миелином, белковой оболочкой, которая позволяет проводить электрические сигналы. Это позволяет нам двигаться, реагировать на различные раздражители. Мы можем просто функционировать. При демиелинизирующих заболеваниях миелин в головном или спинном мозге разрушается. Вторичная потеря этой оболочки лежит в основе рассеянного склероза. Действительно, можно с уверенностью сказать, что рассеянный склероз — это заболевание всего организма. Потеря миелина в нервных клетках, в нервах, влияет на функционирование всего организма. Конечно, симптомы и их тяжесть зависят от того, какая область мозга поражена. Может случиться и так, что вспышка разовьется в определенном месте и как следствие проявляется небольшое количество симптомов. Слово «вторичный» здесь кажется очень важным, потому что сначала с миелином ничего плохого не происходит, только потом начинается этот разрушительный процесс. Это ключевая концепция в понимании причин рассеянного склероза. У пациентов часто возникает вопрос, почему они заболели, ведь они родились здоровыми. Можно сказать, что этот миелин окружен ореолом
о таинственности. Именно так его иногда воспринимают пациенты. Процесс демиелинизации может начаться в результате различных патологических болезненных состояний в организме. Потеря миелина не затрагивает какие-то конкретные места в головном или спинном мозге, потому что эта оболочка есть повсюду. И чем больше в нем так называемых дыр, тем более запущена стадия рассеянного склероза и сильнее симптомы его проявления. Именно из-за этих так называемых дыр и произошло название рассеянный склероз. Да, название множественный склероз, то есть рассеянный склероз относится к потерям миелина, разбросанным по всей нервной системе. С другой стороны, термин «склероз» не совсем точен. Это утверждение более исторично. Название заболевания указывает на еще один ключевой элемент рассеянного склероза. Доктор не говорит об этом заболевании, когда признает у кого-либо один очаг демиелинизации. Между тем, такое точечное разрушение миелина может произойти, например, в результате инсульта, то есть ишемии. Хотя у человека есть вторичная потеря оболочки при других заболеваниях, при этом пациент не страдает рассеянным склерозом. Эти различия видны при рентгенологическом исследовании. Прежде чем поставить диагноз рассеянный склероз, используют диагностические критерии Макдональда. Критерии Макдональда — это набор клинических, радиологических и лабораторных данных, используемых для постановки диагноза рассеянного склероза. Они довольно сложны. Вообще явление демиелинизации должно происходить с течением времени, то есть последующая потеря миелина должна происходить время от времени. Иными словами, этот процесс должен продолжаться, то есть разрушение миелина должно происходить в различных отделах головного или спинного мозга, или там и там. Часто задаваемый вопрос: почему вообще происходит потеря миелина? Что происходит в организме, чтобы вызвать эту патологию? К сожалению, конкретного ответа нет. Точно доказано, что рассеянный склероз имеет воспалительную основу, чаще всего вирусную, хотя может быть и бактериальную. Известно, что инфекция ВЭБ, то есть вирус Эпштейна-Барр, широко распространенная среди человека и предрасполагает к потере миелина. Риск может повышаться аутоиммунными факторами и существующими аутоиммунными заболеваниями, например, псориазом тем же. Опять же, гены играют ли роль в развитии рассеянного склероза? Нет определенных доказательств того, что рассеянный склероз является генетическим заболеванием, хотя он может чаще встречаться в одной семье. Однако считается, что более важным является сближение вышеупомянутых фактов. Также известно, что рассеянным склерозом чаще болеют женщины, чем мужчины. Рассеянный склероз чаще всего поражает людей в возрасте, как я уже упоминала, 20-40 лет, то есть молодых людей. Редко диагностируется у людей старше 40 лет. Иногда это случается и у маленьких детей. И именно молодые люди чаще всего спрашивают, почему это произошло, почему у него эта болезнь. Надо помнить, что именно у молодых людей чаще всего развиваются воспалительные и аутоиммунные заболевания. Этому способствует их образ жизни и большая подверженность факторам риска. Молодые люди также уделяют больше внимания различным типам симптомов, например, связанных с их длительностью или профессиональной жизнью, что обязательно приводит к более быстрой диагностике. Легкую форму рассеянного склероза иногда диагностируют у людей старше 60 лет, но, возможно, онемение конечности или проблемы с равновесием обычно связывают со старением.
Рассеянный склероз встречается нечасто, и это радует. Недаром говорят, что рассеянный склероз — многоликая болезнь. Симптомы могут быть самыми разными. Более того, зачастую они настолько незаметны, что люди их не замечают. Один из сигналов — это ощущение дисбаланса. Что должно человека насторожить? Какие сигналы указывают на то, что рассеянный склероз атакует, спросите вы. И здесь нет однозначного ответа. Симптомы зависят от места, где начался процесс разрушения миелина, а также напрямую связаны с этим конкретным местом. Одним из первых и довольно характерных симптомов рассеянного склероза является порез, то есть слабость конечностей. В начальном периоде больные часто жалуются на нарастающую утомляемость конечностей, чаще всего нижних, и после длительного движения. Это приводит к необходимости, например, делать перерывы во время ходьбы. Больной также может начать ощущать боли в конечностях, появляется покалывание, онемение, сенсорные нарушения. Причем происходит это внезапно и на первый взгляд без видимых на то причин. Симптомы могут очень напоминать инсульт молодого человека. Это не заболевание, которое мы подозреваем в первую очередь. То же самое можно сказать и в более старшем пациенте. А в этом случае пациента сначала обследуют на предмет повреждения миелина. Иногда процесс влияет на зрительные симптомы, когда демиелинизация поражает зрительный нерв. Ретробульбарное воспаление зрительного нерва является одним из наиболее частых симптомов рассеянного склероза и очень часто является его первым симптомом. Обычно это довольно внезапное ухудшение резкости изображения, зрение как бы сквозь туман или появление пятна в поле зрения, двоение или даже полная потеря зрения. Чаще всего эти симптомы поражают один глаз. То есть демиелинизация затрагивает один зрительный нерв. Это общий сигнал первого приступа заболевания. Одним из первых симптомов также может быть нарушение координации и равновесия, а также атаксия. Разновидность неуклюжести характеризуется трудностями в поддержании равновесия, дезорганизованными такими неловкими движениями. Затем болезнь поражает мозжечок. Иногда симптомы не очень специфичны. Пациенты сообщают о хронических и необычных головных болях, нарушениях памяти и депрессии. Характерной особенностью рассеянного склероза является то, что он протекает в форме рецидивов. То есть есть период полного здоровья, а затем время, когда симптомы усиливаются или появляются новые, так называемая вспышка заболевания. Атака означает, что создано еще одно место с пораженным миелином, то есть новый демиелинизирующий очаг. Действительно, в прошлом рассеянный склероз часто приводил к инвалидизации. Даже к 40 годам человек уже не мог передвигаться. Сегодня это уже не так. Есть лекарства нового поколения и существует множество терапевтических шагов в зависимости от тяжести заболевания. Можно сказать, что в настоящее время больные рассеянным склерозом живут так же, как и здоровые люди. Ранняя диагностика заболевания позволяет контролировать эту болезнь. Пациенты принимают лекарства 2 раза в год и не считают себя больными. Именно раннее начало приема лекарства может остановить развитие заболевания. Продолжительность ремиссии часто является показанием эффективности этого лечения. Она позволяет определить, в какой степени терапия останавливает процесс потери миелина. Поверьте, это время без болезней, то есть без новой вспышки, может продлиться многие годы.
Суть лечения рассеянного склероза заключается в воздействии на иммунную систему. Пациенты старше 50 лет сегодня находятся уже в наиболее сложной ситуации. Когда они были молоды, у них не было таких возможностей лечения, как сегодня. И, к сожалению, процесс потери миелина продолжался. И помните, что причиненный ущерб не подлежит восстановлению. Потеря миелина необратима. К сожалению, да. Это может произойти при первично прогрессирующем рассеянном склерозе. Как мы уже говорили, чаще всего заболевание протекает рецидивами с более короткими или более длительными периодами ремиссии, то есть здоровья между ними. При хронической форме заболевания непрерывно прогрессирует. Постоянно появляются новые очаги повреждения миелина в головном мозге. При этом у больного продолжают проявляться симптомы. По этой причине данная форма заболевания лечится наиболее радикально и, к сожалению, часто приводит к инвалидизации. Хорошей новостью является то, что случаи этой формы рассеянного склероза редки. Принимая во внимание все, что мы уже сказали о рассеянном склерозе, на что же следует обратить особое внимание и что нужно делать, если вас что-то беспокоит? Нужно вовремя обратиться к своему доктору или неврологу, который занимается лечением этого заболевания. Во время визита к доктору доктор видит человека 15-20 минут, и порой даже тщательное обследование не всегда выявляет патологический процесс. Нужно помнить об этом. Пациент или его семья, которые находятся с ним каждый день, могут реалистично сказать, что что-то с ним не так. Поэтому со стороны врача рекомендуется неврологическая настороженность. Это касается и первичной медико-санитарной помощи. С другой стороны, мы должны быть чувствительны к изменениям в собственном теле. У пациента нет шансов пропустить симптомы более крупного очага демиелинизации, то есть ухудшения или утраты функции. Но небольшие изменения также имеют значение. Плохая чувствительность, слабость, ухудшение самочувствия, ухудшение зрения, спастичность мышц, депрессия, нарушение половой функции или мочеиспускание, крайняя утомляемость, проблемы с равновесием — все это обязательно требует обращения к неврологу. Особенно если пациент молодой. Раннее выявление заболевания позволяет провести хорошее лечение. Рассеянный склероз можно спутать также с сосудистыми заболеваниями головного и спинного мозга, опухолями, инфекционными заболеваниями, такими как бруцеллез, клещевой боррелиоз, дегенеративными процессами, например, фуникулярный миелоз и другое. Для диагностики заболевания сначала проводится МРТ. Эта диагностика покажет состояние миелина, и если начался процесс демиелинизации, можно увидеть, как он прогрессирует и где расположены очаги. Для подтверждения нужно исследовать также спинномозговую жидкость. Наличие специфических белков укажет на заболевание. При раннем выявлении и лечении правильно подобранными препаратами оно позволяет жить нормальной жизнью, и это радует. Лечение рассеянного склероза заключается в иммуномодуляции, коррекции работы иммунной системы. Обострение лечится гормональными препаратами, а в более тяжелых случаях плазмоферезом, направленным на удаление антител из крови. Профилактика обострений проводится препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза, ПИТРС, то есть препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Благодаря этим препаратам врачи могут держать болезнь под контролем.
Витаминотерапия при этом заболевании следующая. Пациенты должны принимать витамины группы А, комплекс витаминов группы В, фолиевая кислота, витамин В12, витамин С, витамин Е. Эффективная реабилитация задержит прогрессирование болезни. Главные условия реабилитации — это то, что реабилитация должна проводиться в течение всей жизни пациента, поскольку рассеянный склероз — это прогрессирующее заболевание, и об этом нужно помнить. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, вовремя обращайтесь к доктору. До новых встреч!